Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас на обзоре синтезатор Microfreak от компании Arturia. Начнем с того, что поговорим о подключении этого прибора. Итак, здесь у нас есть выход на наушники, основной выход монофонический, 3 выхода CV-Gate для синхронизации этого синтезатора с внешними какими-то модулярными синтезаторами, также вход и выход Clock, MIDI вход, MIDI выход. Также у нас есть USB-выход для подключения этого синтезатора к компьютеру. Компания Arturia предоставляет приложение для компьютера, которое называется MIDI Control Center. Соответственно, при помощи этого приложения вы можете сохранять пресеты, различные секвенции и так далее. Ну и, собственно говоря, подключение питания. Arturia Microfreak в своем распоряжении имеет целых 12 звуковых движков, основанных на 12 различных типов синтеза. Вот эти вот 4 оранжевые ручки отвечают непосредственно за регулировку и отстройку различных типов звука. Давайте по очереди познакомимся со всеми. Первый звуковой движок называется Basic Wave, то есть здесь у нас самые простые типы волн. Вот этой ручкой Type мы выбираем непосредственно сам тип синтеза. И вот, как вы слышите, при помощи вот этой ручки Wave мы можем менять типы волн от квадратной к треугольной, к синусоидальной и так далее. Дальше при помощи ручки Timbre мы можем добавлять определенные тембральные изменения, какие-то гармоники в нашу волну. И последняя ручка Shape, она отвечает еще за дополнительные изменения формы волны. И вот эта вот ручка Shape, 4-я по счету, она, как вы слышите, добавляет саб-осциллятор. Следующий звуковой движок называется Super Wave. Здесь у нас также в нашем распоряжении различные формы волны. В принципе, все те же самые стандартные. Но при помощи ручки Timbre мы можем добавлять детюн. И при помощи ручки Shape мы также можем добавлять какие-то гармоники. Вот давайте послушаем. Начнем с пилообразной волны. Вот мы добавили детюна. И вот добавили его интенсивность. Вот это вот у нас уже квадратная волна. Ну и так далее. Все достаточно гибко здесь тоже настраивается. Следующий звуковой движок называется Wavetable. Для тех, кто не знает, Wavetable — это такая таблица форм волн. И перемещаясь по этой таблице, можно изменять гармоники, можно изменять тембр звучания. То есть они будут как бы плавно перетекать из одной формы волны в другую. И здесь, собственно говоря, вот мы выбираем, у нас есть определенный банк этих волновых таблиц. Вот, и при помощи ручки Timbre мы можем как раз перемещаться через все эти формы волн. И ручка Shape у нас здесь добавляет хорус. Опять-таки, различных таблиц с формами волн у нас здесь целая куча, и можно нарулить просто какие-то невероятные тембры. Следующий звуковой движок у нас называется гармоники. Ну и как следует из названия, здесь мы можем добавлять дополнительных гармоник в наши формы волн. Собственно говоря, вот этой ручкой Wave
мы можем добавлять определенный гармонический контент при помощи ручки тембр. При помощи ручки тембр мы можем также еще более точно и нюансированно контролировать тембр. Ну и последняя ручка Shape у нас также добавляет хорус. Следующий звуковой движок называется Car Plus String. Такое вот сложное название, но тем не менее он имитирует звучание струны. Собственно говоря, ручка Wave, она у нас имитирует позицию смычка на струне. Ручка тембр регулирует у нас атаку. Ну и ручка Shape у нас регулирует дикей. Следующий движок у нас называется виртуальный аналог, и он имитирует синтезатор, состоящий из двух осцилляторов. Ручкой Wave мы меняем расстройку между двумя осцилляторами, и сейчас они настроены у нас в октаву. Ну, можно, соответственно, настроить в любой интервал. Дальше ручкой тембр мы меняем, такое понятие есть hard sync. Это синхронизация между двумя осцилляторами, которая добавляет определенных гармоник. Ну и ручкой Shape мы можем менять формы волн. Следующий звуковой движок называется Wave Shaper. Здесь ручкой Wave мы можем менять опять различные типы волн. От пилы, квадрата к синусоиде. Дальше ручкой тембр мы можем менять глубину, собственно, этого wave-шейпинга. Что такое в данном случае wave-шейпинг? Это когда вот у нас форма волны начинает сворачиваться как бы сама в себя. И таким образом получаются дополнительные гармоники. Вот так вот это примерно звучит. И ручкой Shape мы можем еще добавить асимметрии в этот процесс. Который тоже повлечет появление дополнительных гармоник. Следующий звуковой движок называется двухоператорный FM-синтез. Для тех, кто не знает, что такое FM-синтез, FM — это frequency modulation, то есть модуляция частоты. Это когда один осциллятор, частота его модулирует частоту второго осциллятора. И, соответственно, в зависимости от соотношения этих частот у нас появляется какой-то дополнительный интересный гармонический контент. Вот, собственно говоря, здесь у нас ручка Wave регулирует как раз соотношение частот двух осцилляторов. Вот такие всякие злые, сумасшедшие звуки можно нарулить. Ручка тембра у нас добавляет количество, глубину модуляции. Ну и ручка Shape у нас добавляет фидбэк. Следующий движок у нас называется форманта. Здесь у нас имитируется человеческий голос. Специальные фильтры добавляют определенных таких вот гласных. Ручкой Wave мы как раз регулируем вот эти вот самые гласные. При помощи ручки тембр мы регулируем вот эту вот голосовую форманту.
ручка Shape здесь в этом алгоритме также тоже называется Shape. Она добавляет определенных гармоник здесь тоже. Следующий движок называется Chord или аккорд. И, собственно говоря, здесь можно играть аккордами, нажимая всего лишь на одну ноту. Можем при помощи ручки Wave выбирать различные типы аккордов. Есть мажорные, есть мажорные с девяткой, есть минорные, там септаккорды, есть сус-аккорды. В общем, достаточно большой выбор аккордов. Ну вот, допустим, минорное трезвучие. Теперь при помощи ручки Тембр мы можем менять обращение этих аккордов. То есть, как вы видите, у нас все время меняется, некоторые ноты перебрасываются на октаву вверх, и при помощи ручки Shape мы можем менять форму волны. Следующий движок называется Speech, и он эмулирует человеческую речь. При помощи ручки Wave мы переключаем различные банки фраз. Здесь есть банки цветов, номеров, ну и какие-то куча всего-всего. Давайте вот послушаем сейчас некоторые из них. При помощи ручки тембр мы можем менять непосредственно тембр. И при помощи ручки Shape мы можем менять некоторые слова. Как вы видите, вот сейчас мы в банке цветов. Ну и последний остался у нас звуковой движок, называется он Modal, и он имитирует звучание различных ударных инструментов, имеющих резонаторные пластины или мембраны. Ну что-то, например, вроде маримбы, ксилофона и тому подобное. Вот первая ручка у нас регулирует звучание непосредственно резонаторного элемента. Вторая ручка у нас отвечает за тембр. И последняя ручка отвечает за дикей. Этот синтезатор имеет четырехголосную полифонию, которая включается при помощи вот этой вот кнопки. Таким образом, мы можем играть четырехголосными аккордами. Но здесь есть один небольшой подводный камень. На самом деле это не стопроцентная полифония. Стопроцентная полифония — это когда каждый голос независимо проходит в синтезаторе через свой набор фильтров и через свой набор амплитудных огибающих. Здесь у нас один общий фильтр на все 4 голоса. Поэтому этот режим здесь называется парафонический. Ну и раз уж мы упомянули фильтр, давайте поговорим об этом замечательном фильтре, который здесь есть. Кстати говоря, фильтр здесь — это единственное аналоговое устройство, которое присутствует в этом синтезаторе. Этот синтезатор полностью цифровой, осцилляторы здесь все цифровые, фильтр аналоговый. Вот у нас непосредственно катов. И резонанс. Резонанс, для тех, кто не знает, это усиление частоты среза. Очень классный и жирный звук фильтра, особенно при выкрученном на максимум резонансе. Кстати сказать, фильтр здесь работает в 3 режимах. Это low pass, когда у нас срезается
вся высокочастотная часть. High pass — это наоборот, когда срезается вся низкочастотная часть. И band pass — когда у нас определенная полоса частот остается, и можно ее регулировать. Вот давайте послушаем. Сейчас только что мы слушали low pass фильтр. Вот еще раз. Теперь high pass фильтр. Ну и band pass. Кстати сказать, как вы, наверное, обратили внимание, здесь присутствует маленький, но очень яркий информативный экранчик, на котором показывается изменение всех параметров. А теперь время поговорить про огибающие. Здесь есть две огибающие. Первая и основная — это стандартная ADSR огибающая. Она у нас по умолчанию управляет амплитудой, но также можно сделать, чтобы она управляла фильтром. Вот давайте сейчас посмотрим, как она звучит. Увеличим атаку. Увеличим сустейн немного. Вот эта вот ручка, она одновременно регулирует и decay, и релиз. Давайте его немного добавим. Давайте посмотрим, насколько резкой и щелкающей может быть эта огибающая. Чтобы назначить эту огибающую на фильтр, мы просто-напросто нажимаем вот эту кнопку, и теперь она у нас работает с фильтром. При помощи вот этой вот ручки мы можем регулировать количество модуляций, влияющей на фильтр. То есть глубину этой модуляции. Причем эта ручка биполярная. Можно сделать в положительном направлении, можно в отрицательном. А теперь давайте рассмотрим еще одну огибающую. Она называется цикличная огибающая. Тоже состоит из 4 стадий. Это классическая огибающая, ADSR, но работать она может в 3 различных режимах. Вот первый режим — это просто режим классической огибающей. Я сейчас ее назначил на pitch, то есть на высоту тона. И, собственно говоря, мы можем вот сейчас послушать, как она звучит. Подольше релиз. Или помедленнее атака. Можно добавить сустейна. Ну и так далее. Следующий режим работы этой огибающей называется Run. И здесь как раз проявляется ее цикличность. То есть она начинает работать, по сути, как LFO. Также можно отрегулировать различную атаку, время дикея, релиза, добавить сустейна. Ну и так далее. То есть можно очень интересно ритмически оформить ваш звук. И третий режим работы называется Loop. И, собственно говоря, по сути, это все то же самое. То есть эта огибающая работает также в цикличном режиме, но Loop отличается от Run тем, что в режиме Run она работает абсолютно свободно, в том темпе, в котором вы назначили вот поворотом ручки, а в режиме Loop темп этих циклов привязан глобально к темпу, в котором находится сейчас секвенсор вашего синтезатора. На борту здесь имеется один генератор LFO, это осциллятор низкой частоты, который
практически во всех синтезаторах служит для управления модуляцией. LFO можно назначать на различные параметры. Вот сейчас я назначил LFO на частоту среза фильтра. И давайте послушаем, как звучит. Здесь у нас имеется 6 различных форм волны. Сейчас мы только что послушали синусоиду, самое мягкое колебание. Давайте послушаем треугольник. Теперь пила восходящая. При помощи вот этой ручки можно регулировать скорость. Дальше у нас идет квадратная волна. Дальше у нас идет рандомная волна. И последняя форма волны тоже рандомная, но теперь со сглаженными переходами. Самой крутой фишкой этого синтезатора является модуляционная матрица, идею которой Arturia взяла со своего огромного флагманского синтезатора, который называется Matrix Brute. Собственно, здесь все очень просто. Вот здесь в левом столбце у нас есть источники модуляции. 5 источников. Это 2 огибающие, LFO, автонажатие клавиатуры и также секвенсор, либо арпеджиатор, о которых мы поговорим чуть позже. И 7 назначений модуляции, среди которых у нас pitch, форма волны, частота среза, тембр и 3 назначения модуляций. Собственно говоря, пользоваться этой модуляционной матрицей крайне легко. Чтобы, например, назначить LFO на частоту среза, мы что делаем? Мы крутим вот эту вот ручку модуляционной матрицы, переходим в ряд LFO и находим, где LFO пересекается со столбцом котов. Нажимаем, все, назначено. Теперь нам надо добавить глубину модуляции при помощи той же ручки. Ну и как вы слышите, все у нас назначено. Таким образом, практически любой параметр может быть модулирован при помощи вот наших источников модуляции. Очень здорово, что также в качестве назначения модуляции у нас здесь есть целых 3 назначаемых параметра, на которые мы можем назначить практически все, что угодно. И это крайне легко сделать. Ну вот, например, мы выбрали сейчас движок, который называется Wavetable, и мы хотим, чтобы при помощи LFO у нас происходило сканирование через всю волновую таблицу, через разные формы волн. За это отвечает у нас ручка Tember. Что мы делаем? Мы берем вот этот вот назначаемый параметр, параметр 1, нажимаем кнопку, покрутили ручку тембра, и теперь выбираем пересечение вот этого параметра номер 1 и LFO, нажимаем, добавляем глубину модуляции. Также в этом синтезаторе у нас есть замечательный встроенный арпеджиатор. Включается он вот этой вот кнопочкой. Здесь есть в нем режим Hold и несколько режимов исполнения арпеджио. Это режим снизу вверх, режим Order, то есть в том порядке, в котором вы нажали клавиши, и 2 рандомных режима. Первый рандомный режим, он просто рандомно гоняет те ноты, которые вы нажали. И второй рандомный режим, он один раз рандомно выстраивает порядок нот, и затем их уже как секвенцию гоняет циклично в одном и том же порядке, что может быть очень интересно для использования это на концертах. Давайте послушаем теперь все эти режимы.
Еще здесь есть несколько очень интересных фишек. Вот эта вот полоска, она является питч-бендом. И также для концертного перформанса они сделали еще парочку очень интересных фишек. Это вот эти две кнопки Spice and Dice. Что они делают? Одна из них рандомно в существующую секвенцию добавляет какие-то дополнительные ноты, а другая управляет гейтом. Иногда сокращает длительность нот, иногда добавляет длительность нот. Вот давайте послушаем, как это звучит. То есть таким образом на концертах в существующую секвенцию или в существующее арпеджио вы можете добавить каких-то вариаций. А теперь давайте поговорим про слона в посудной лавке, а именно про вот эту вот странную клавиатуру. Как вы обратили внимание, эта клавиатура необычная. По сути, это просто печатная плата, распечатанная в форме клавиатуры. И, ну, в ней есть как бы свои плюсы и свои минусы. Во-первых, конечно, на ней нельзя играть, как на обычной клавиатуре. Кнопки не нажимаются, и здесь есть определенные как бы лимиты для исполнительского мастерства. Но есть также свои плюсы. Во-первых, эта клавиатура velocity чувствительная. А во-вторых, здесь такая есть имитация после нажатия или автотач. Это функция, которая здесь реализована при помощи площади взаимодействия вашей руки с клавиатурой. То есть, если вы нажимаете, например, кольчиком пальца, то у вас такой звук. Если вы увеличиваете площадь поверхности взаимодействия вашего пальца с клавиатурой, то звук меняется. И при помощи этой модуляционной матрицы можно назначить также вот это вот взаимодействие, автотач, на любой параметр. То есть вот здесь у нас автотач управляет кат-оффом, да, частотой среза. Но, соответственно, можно управлять любым другим параметром, назначив его при помощи матрицы. Ну и последняя фишка, которая здесь есть, это встроенный секвенсор. Секвенсор может иметь длину до 64 шагов. Включается он при помощи кнопки Shift и вот этой. Загорается синеньким, значит, у нас включен секвенсор. Можно как в реальном времени записывать туда мелодию, либо можно пошагово. Вот давайте нажимаем вот эту кнопку, кнопка Rec, и пошагово пропишем какую-то секвенцию. Теперь нажимаем Play. Секвенсор здесь является полифоническим, то есть сюда можно прописывать целые аккорды. Вот давайте попробуем. И еще одной очень крутой фишкой этого секвенсора является то, что здесь есть целых 4 линии для записи модуляций. То есть здесь у нас, например, есть секвенция, вот она у нас играет. Вот здесь вот у нас эти 4 линии для записи модуляций. И, скажем, мы хотим прописать сюда изменение движения фильтра, частоты среза фильтра. Мы включаем секвенцию, нажимаем рекорд. Как вы слышите, у нас фильтр записался.
Первая линия под цифрой 1 у нас загорелась лампочка, то есть как бы эта линия модуляции у нас уже занята. Теперь мы можем прописать что-то еще, ну, например, изменение тембра. Ну и так далее. До 4 вариантов модуляции мы можем прописывать секвенцию, таким образом создавая очень сложные и интересные звуковые палитры. Хочется сказать, что вот этот вот портативный, совершенно небольшой по весу синтезатор предлагает такие сумасшедшие возможности в плане синтеза, в плане богатых, интересных секвенций и арпеджио. Также перформативные концертные возможности этого синта практически не ограничены. И учитывая его очень небольшую стоимость, это, конечно, прекрасный аппарат, как для профессионалов, так и для начинающих. Начинающие, кстати, при помощи этого аппарата могут ознакомиться с различными типами синтеза, ну а профессионалам он будет интересен именно благодаря огромному количеству тембров, которые можно здесь создавать. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И до скорых встреч. Пока! Pitch. Димон все кепкой сгородил. Да-да-да, сейчас я просто Pitch, Wave, Timbre, готов. Следующий движок называется Speech, и, собственно говоря, он эмулирует человеческую speech. При помощи ручки Wave мы... Человеческую речь. Че ты ржешь? Нормально, оставили вот так. Человеческую speech.